Мы заместитель Алексея Борисовича Мозгового. Я представляюсь, начальник штаба бригады «Призрак» Шевченко Юрий Валерьевич. Бирюков Федор Аркадьевич, заместитель командира бригады «Призрак» по боевой подготовке. Марков Алексей Геннадьевич, заместитель командира бригады «Призрак» по тыловому обеспечению. К сожалению, в этот черный для нас день мы подтверждаем трагическую гибель нашего лидера, нашего командира Алексея Борисовича Мозгового. Мы просим вас не искать пересудов и не делать их в соцсетях, в интернете, на телевидении, на радио, где угодно. Для нас день 23 мая навсегда останется страшным днем. Мы подтверждаем гибель нашего командира. Вместе с тем мы хотим сказать и заявить следующее. Всем гражданам России, Новороссии, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Украины в том, что мы продолжим дело нашего лидера, нашего командира. Бригада «Призрак» будет жить, будет выполнять поставленные перед ней командованием вооруженных сил боевые задачи. Мы продолжим его дело. Многие сейчас нас призывают мстить. На данный момент мы скажем откровенно, опять же, исключая всяческие пересуды, мы не знаем, кому мы должны мстить, потому что этого не должно было произойти. Бригада жила, развивалась, строила планы на будущее. Ходит много разных версий, но мы просим вас придерживаться здравого смысла, не распространять безумные версии, какие-то сногсшибательные комментарии и так далее. Многие из нас, кто служит в бригаде, пришли в нее из-за имени Алексея Борисовича, из-за его идей, из-за его слов, из-за его дел, которые он делал. Вспомним его девиз, который вот лично меня и моих друзей, товарищей пронял с первых минут появления в бригаде. Не бойся за шкуру, бойся за честь. Я обращаюсь к военнослужащим бригады «Призрак», к людям, которые помогают бригаде. Нас не напугать, не разбить невозможно. Бригада на данный момент, хочу обратить внимание всех, имела не просто нормальные, а правильные взаимоотношения с командованием, выполняла все поставленные задачи. Мы не раз это доказали. Достаточно много заинтересованных лиц и служб выявить настоящих виновников данной трагедии. И я думаю, что они будут найдены. Мы оказываем всяческое содействие следствию и будем оказывать. И хочу еще раз за Юрием Валерьевичем подтвердить, что бригада была боевым подразделением, никогда не бегала ни от кого. И она будет продолжать борьбу до того, как последний из нас не ляжет. Мы добровольцы все. Мы пришли к Алексею Борисовичу. И будет самым большим паскудством предать его память. Коротко по фактам, чтобы исключить всякие кривотолки. 23 мая около 17:30 произошло покушение. Машина комбрига Мозгового после взрыва фугаса была расстреляна из 2 пулеметов ПК и одного или из 2 пулеметов РПК. Все находившиеся в машине, а именно командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой, его пресс-секретарь Анна, охранники с позывными «Холс» и «Метла» и водитель песни погибли. Водитель перед смертью успел сообщить о нападении охране
бригады. Мы были на месте спустя считанные минуты. К сожалению, спасти никого не удалось. Все необходимые мероприятия, следственные действия проведены на месте. Командование бригады «Призрак» оказывает всемирную помощь и содействие правоохранительным органам республики в расследовании этого преступления. Я уверен, что подонки, совершившие это преступление, будут найдены и понесут наказание по закону. Мы сделаем все возможное и невозможное для этого. Все. Что касается основной версии. Основная версия, которая сейчас рассматривается, это действия диверсионной группы противника. Всем, кто что-либо видел, кто может помочь в расследовании этого страшного преступления, так как, напоминаю, погибли 3 гражданских лица, которых мы призваны защищать, став на защиту их с оружием. Поэтому, кто что-либо видел, просим обращаться в правоохранительные органы Луганской Народной Республики, в правоохранительные органы Донецкой Народной Республики, обращаться к нам в бригаду. Мы это обязательно передадим оперативно-следственной группе. Но сейчас, чтобы исключить опять же, как сказал Алексей Геннадьевич, любые кривотолки, основная версия – это действие диверсионно-разведывательной группы противника, так называемая ДРГ. Всех, кто нас знает, мы продолжим наше дело. Ну, я, с вашего позволения, добавлю. Если кто-то на той стороне решил, что таким образом нас можно напугать, рассеять и так далее, он очень глубоко ошибся. Мы начали собираться в кулак 2 мая 2014 года. Нас тоже хотели напугать. Нас хотели напугать, когда бомбили, наносили ракетный удар по АГА. Нас много хотели напугать. Не выйдет. Алексей Борисович Мозговой такой же боец бригады «Призрак», как и все мы. И когда он создал ее, встал под ее знамена, он тоже знал, что он, как и любой из нас, может погибнуть, как десятки наших товарищей. Он воин, и те воины, которые сейчас в рядах бригады, в рядах ополчения, не испугаются. Злее только станет. И придет время, мы со всех спросим. В Киеве, Львове, Одессе еще одна крупная цифра в тот счет, который будет предъявлен. Как-то так. Ну а бойцы бригады, кстати, на днях получили приказ вшить вот эти эмблемы намертво. И они выполнили. Я думаю, наши ряды еще и пополнятся. У нас и так дефицитом шевроны «Призрака» были. Я думаю, они станут еще большим дефицитом. Я хочу добавить, что лучшей памятью нашему комбригу в ближайшем времени станет флаг нашей бригады над освобожденным Лисичанском, над Рубежным и Северодонецком. А потом ждите нас в Киеве. Мы туда обязательно придем. Не как победители, а как освободители. Освободители и защитники. Что в каждом городе Новороссии будет улица имени Алексея Мозгового. Комбрига бригады «Призрак». Спасибо вам, друзья. Мы защитим вас. Я добавлю ко всему прочему. Там одесситы, одесситки и укры. Знаете, я уже говорил, и здесь говорил. Там мои родственники, моя семья здесь, в бригаде. Вот. Я уже говорил, что запугать, убить меня можно, но запугать невозможно. Бойтесь и ждите. Ибо все понесут справедливое наказание. Я не оратор. Все.